Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на кухню. С вами Руслан. И сегодня я хочу показать рецепт харчо. Харчо этот суп будет с курицей и булгуром. Интересное сочетание, получается очень вкусно, сытно. И мне так нравится больше. Вы можете готовить как хотите, с рисом, можете с перловкой. Я хочу вам показать рецепт, вариацию с курицей и булгуром. Для этого нам понадобится кастрюля, вода 3,5 литра, четвертинка курицы, 100 грамм булгура, 2 большие помидоры, у меня будут маленькие, 6 штучек, вы берите 2 большие, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки аджики, столовая ложка хмели сунели и столовая ложка паприки, лавровый лист 3 штуки, небольшой пучок петрушки и небольшой пучок кинзы, морковка, луковица и такой вот большой зубчик чеснока. В принципе, это по большей части все, что нам понадобится. Поэтому приступаем к готовке. Включаю плиту на максимальную температуру. Закидываю, сейчас разберу и закидываю курицу. Срезаю лишнее, ненужное. Вот эти вот жир, лишнюю кожу, неудобные вот эти невкусные места. Это я все убираю. Вот так вот все срезаем. Оставляем все чистое, вкусное. Лишний жирок тоже можем срезать. Суп у нас все равно получится нажористый, потому что делаем это все с костями. Чтобы он не был сильно жирный, это все лишнее я сниму. Так, зачистил. Теперь она уже помытая, закидываю целиком в кастрюлю. Лишний мусор убираю, мою доску. Сейчас включу еще одну плиту и обжарю лавровый лист. Вот так вот слегка его подшмалю. Переставлю на большую конфорку, чтобы быстрее закипело. И пусть себе закипает. Как только закипит, я добавлю булгур. А пока подготовлю все остальные ингредиенты. Нарежу лук. Будем делать с него зажарку. Нам также понадобится масло для зажарки. Я его нарежу вот такой вот небольшой полуперьями. Так, лук нарезали. Пересыплю его в мисочку пока. Приступлю к морковке. Ее тоже нарежу на такую мелкую соломку. Вот так. Так, отлично. Морковку тоже нарезал. Откладываем. Смотрите, сейчас беру стебли зелени, петрушки и кинзы и срезаю их. Точнее, даже не срезаю, а вот так вот отрываю все лепестки. Вот так вот срываем. Вот. А стебли пойдут в суп, точнее в бульон, формировать наш вкус супа. Потому что концентрированный вкус зелени, он не только содержится в лепестках, он также содержится в стеблях, в корне. Поэтому такие моменты выкидывать нельзя. Их надо сохранять и использовать все по максимуму, потому что вкус так будет намного насыщенней, намного ароматнее, тем более полезней. Так, хорошо. А вот это мы отправляем в кастрюлю. А лепестки можем нарезать. Нарезаем это меленько-меленько. Насколько получится. Все, отлично. Вот так вот нарубили. И откладываем пока в сторону. Можем нарубить теперь
чеснок. Он нам нужен тоже мелко. Можно раздавить на чеснокодавилке, на прессе, вообще без проблем. Натереть на терке, как вам удобней. Так вот его разбили. Отлично. И откладываю к зеленухе пока. Затем переходим к помидоркам. Сейчас я их очищу и нарезаю их кубиком. Нарезаем их мелким кубиком. Так вот напополам. С больших помидор желательно снять шкурку. То есть обдать их кипятком, затем подержать там 30 секунд, поместить в холодную воду, и она тогда проще снимется, очистится. Но так как это томаты черри, грубо говоря, только большие, то здесь шкурка будет вкусная, приятная. То есть я не вижу смысла ее снимать с маленьких помидорок. С крупных она, да, уже плотная, где-то может горчит, а здесь сладкая, вкусная и мягкая. Хорошо, тогда пока что это все оставляю. Смотрим. Так, бульон почти закипел. Очень хорошо. Обязательно не забываем снимать шум. Этот вот лишний белок нам не нужен. Это все мы убираем. Лишний жир тут, что всплывает. Вот так вот его, оп. И убираем отсюда. Чтобы бульончик у нас получился вкусный, чистый. Без лишнего белка, без лишнего жирка. Это все убираем. Так, хорошо. Пока он закипел, я добавляю перловку. Вот так вот. Перемешиваю. Отлично. Переставляю на другую конфорку. На дальнюю. Сюда ставлю сковородку. Так, ставлю меньший огонь. Наливаю масло. Сделаем сейчас зажарочку. Масла не сильно много. Так, смазываем сковородку, но и тоже не сильно мало, потому что мы будем обжаривать и морковку, и она впитывает масло. Поэтому тоже надо урегулировать этот момент. Разогреваем. И добавляем, так, проверяем, еще холодное. Будем добавлять, обжаривать лук, затем морковку. Затем добавим томаты, томатную пасту, аджику. И это все протушим с добавлением бульона, чтобы оно потомилось где-то буквально 10 минут, растушилось хорошенько. И затем уже можно будет по времени посмотрим, добавлять в бульон. Все, обжариваем до золотистого цвета, слегка золотистого. Затем закидываем морковку, обжариваем ее и затем будем добавлять томат. А бульон на средний огонь и пусть себе варится, пока мы все подготовим. Вариться он будет примерно полчасика минимум, до того момента, как мы добавим зажарку с томатами. Учитывайте то, что перловка с курицей на полчаса должна хороших повариться. Так, хорошо, теперь морковь. Отлично.
Вот смотрим, что она уже только закинули, а уже впитала все масло. То есть лук немного взял на себя и морковь вообще впитала, поэтому добавляем еще немного маслечка, чтобы оно нормально жарилось в масле. И все. И обжариваем. С этого количества продуктов получится где-то порции 8 супа. И, конечно же, все пропорции и ингредиенты вы можете найти в описании под видео. А также не забудьте подписаться, поставить лайк, написать ваше мнение в комментариях, написать и поделиться со мной, как вы готовите харчо, как ваши родители готовили харчо. Потому что у нас, например, в Одессе мама, бабушка, они готовят с перловкой, с курицей тоже, также с говядиной. И в харчо добавляется и гранатовый сок, и ткемали, и лимонный сок. Этих вариаций уйма. И понятно, я сейчас показываю вам не классический рецепт, а показываю то, как мне нравится его делать. И может эта вариация подойдет и вам, вы попробуйте, она вам понравится. Как бы я миллион раз говорил, что вкусы разные, предпочтения разные. Классический рецепт вы можете найти в интернете, а я хочу показать вам что-то от себя. Главное, чтобы было просто, быстро и вкусно. Правильно? Еще буквально 5 минут обжариваем лук с морковкой и буду добавлять томаты. И не забываем снимать жир, пену с бульона. Стебли и лавровый лист мы перед тем, как закидывать в зажарку, мы достанем. Все, спустя 5 минут можно закидывать помидорки. Отлично. Теперь в центр я добавляю томатную пасту и аджику. Все, теперь ее обжариваем, перемешиваем. Сейчас добавлю сахар. Так, буквально чайную ложку, дабы выровнять баланс вкуса. Все, отлично, она уже так разошлась. Помидорки тоже начинают размягчаться, поэтому я сейчас залью немножко бульона и пусть тушится. Так, сниму пену. И добавлю пару ложек бульончика сюда. Отлично. Так. Все, сейчас уменьшаю слегка температуру. Протушу. Еще где-то минут 5. Пусть еще потушится. Добавляем хмели-сунели, паприку. Температура на минимум и еще на 5 минут пусть потушится. Сейчас осталось достать курицу с кастрюли. И достаем также стебли и лавровый лист. Все, достал. Теперь разбираю и нарезаю курицу, а затем уже буду все смешивать. Так, разобрал курицу, нарезал ее, то есть, грубо говоря, она у меня варилась примерно 40 минут. Закинули курицу, закидываю соус в нашу зажарку. Так,
И теперь оставляю покипеть еще на 5-10 минут, чтобы все вкусы соединились, так сказать, поженились. И затем уже буду выключать, добавлять зелень, чеснок и заправлять. Так, ну что, заправляю. Добавляю соль, перец и пробую. Класс. Еще сейчас добавлю еще соли. И будет прям вообще бомбически. Вот так вот. Теперь зелень, чеснок. Все, и выключаю. Посмотрите, какой красивый цвет. Все, буду сейчас насыпать. Вот такая красота. Красивый, вкусный, насыщенный, нажористый. Все отлично сочетается, все хорошо приготовилось. Теперь можно кушать. Ну что, друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку, лайк, мнение ваше в комментариях. И до встречи в новом ролике. Готовьте со вкусом.